Друзья мои, рада вас видеть. Я Пульхерия. Сегодня, мои дорогие, мы приготовим замечательный, изумительно вкусный, традиционный, холодный итальянский десерт семифредо. В отличие от традиционного мороженого, оно обладает более мягкой консистенцией, более легкой и воздушной, и в прямом и переносном смысле тает во рту. Мы с вами по праву бы его могли назвать тортом мороженое. Мы будем с вами делать шоколадное семифредо с фисташками и цукатами. И для этого понадобится белки от 3 яиц первой категории 90 граммов, сахар 225 граммов, цукаты 50-70 граммов, фисташки 50-70 граммов, молоко 200 миллилитров, 4 желтка, сливки 33% и более 500 миллилитров, шоколад черный, горький, 75% у меня 200 граммов. И также отдельно в другом мешочке для прослаивания слоев возьмите 50-70 граммов любого шоколада. Потребуется нам ванильный сахар или ванилин и столовая ложка крахмала. Мороженое мы будем делать 3 этапа. У нас будет 3 компонента. Это заварной крем на желтках, белково-заварной крем и взбитые сливки. Итак, мои дорогие, приступаем. И вначале мы с вами приготовим заварной крем на желтках. Для этого желтки переливаем в кастрюльку, добавляем ванильный сахар и крахмал. В желтки добавляем буквально 20-30 миллилитров молока. Остальное молоко ставим нагревать на плиту и нагреваем его почти до закипания. Желтковую массу тщательно перемешиваем до однородности. Дорогие друзья, как только молоко у нас разогреется, мы будем вливать его буквально треть молока тонкой струйкой в желтковую массу. Тонкой струйкой вливаем и одновременно взбиваем. Чуть-чуть влили, все не вливаем, часть оставляем. Взбиваем интенсивно. Желтковая масса у нас разогрелась. Теперь переливаем ее обратно в кастрюльку с молоком, ставим на медленный огонь. И непрерывно, не прекращая, мешаем и будем варить до загустения. Друзья, вот так вот взбивайте. Уже густеет. Сейчас мы проверим. Окунаем лопатку. Все, уже готово. Друзья, показываю. Вот так. Это готовность, когда у нас не растекается полоска. Шоколад в кондитерском мешке опускаем в кастрюльку с горячей водой До растопления. А потом будем соединять с кремовой основой. Срезаем у кондитерского мешка кончик и выливаем весь шоколад и перемешиваем его. Все умешали. Вот такая масса у нас прекрасная получилась. Готовим белково-заварной крем. Рецепт у меня есть на канале, ссылку я вам оставлю, а здесь расскажу вкратце. Взвешиваем белки первой категории. У меня 3 белка весят 90 граммов. Вы свой вес умножаете этот вес на 2,5. У меня получается 225. Вот столько вы берете сахара, 225 грамм. У вас свой вес. Воды вы берете четверть от веса сахара. У меня 55 граммов. Наливаете это все в кастрюльку, добавляете треть ложки лимонной кислоты, туда засыпаете сахар и варите это все до температуры 120 градусов. Белки взбиваете до крепких пиков, а потом в эти белки, которые будут взбиваться, во время взбивания вливаете тонкой струйкой сахарный сироп и дальше продолжаете взбивать до стойких пиков. Ну, в общем, вы все подробно посмотрите в белково-заварном креме. Белково-заварной крем у нас сбился. Вот он у нас какой. Теперь мы его охлаждаем и будем взбивать сливки. Итак, следующим этапом добавляем холодные сливки из холодильника. Они должны там постоять не менее суток. В чашу миксера. И взбиваем их до пика. Сливки взбились. Теперь мы будем все вместе перемешивать осторожными складывающими движениями. Друзья, вмешиваем заварную шоколадную основу быстрыми, но осторожными движениями. Ну и так далее. Теперь, мои дорогие, вмешиваем сливки.
складывающими движениями. Точно так же. Друзья, высыпаем понемногу орехи и цикаты и перемешиваем. И у меня для вас, мои дорогие, хорошая новость. Вы знаете, у меня на канале есть рецепт мороженого. Там нам приходилось перемешивать его каждые 40 минут. Этот же десерт мы не будем перемешивать. Друзья, форму надо выслать пленкой пищевой и положить заранее в морозилку. И холодную достать из морозилки. И теперь вымешанное мороженое мы будем выкладывать слоями и поливать каждый слой растопленным шоколадом. Проливаем из кондитерского мешка в свободной произвольной форме и кладем следующий слой и так далее. Кладем следующий слой и так далее. Заполненную форму закройте пищевой пленкой. Ставим его на 4-6 часов в морозилку, потом будем декорировать. Постучите вот так по столу, чтобы все пустоты ушли. Мороженое готово? Чтобы вынуть семифреда, мы на несколько минут помещаем его в форме в горячую воду. Мороженое вынули, я буду его украшать кокосовой стружкой. Друзья, наше мягкое шоколадное мороженое семифреда готово. Удивительно вкусное, мягкое, легкое, воздушное, с ярко выраженным сливочно-шоколадным вкусом. Я вам советую его приготовить. Вы его приготовите один раз, и это станет вашим дежурным блюдом. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита. И помните, что вы гениальны, поэтому у вас все получится. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео в социальных сетях. До новых встреч, друзья!